Всем привет, меня зовут Даниил, и я являюсь игровым журналистом. С недавних пор я решил брать не только текстовые, но и видеоинтервью. И сегодня моим первым гостем станет один из самых сильных игроков в Apex. Игрок, который входит в топ-20 по популярности по версии сайта Ликвипедия за 2021 год. Константин Хардеки Козлов. Приятного просмотра. Давай начнем с своего дня рождения. Как оно прошло, как ты его отметил? Замечательно, в кругу, так сказать, своей любимой девушки. Получил поздравления от родителей. Они мне заказали вкусный тортик. Я его поел. Я его доел. Хорошо сходил, так сказать, в качалку в день своего рождения. Поэтому все с кайфом. Как много людей из твоего окружения, ну, друзья, знакомые являются профессиональными игроками в Apex или делают контент по игре? Различные на YouTube и прочее. Но у меня есть мой лучший друг Артем Пикимки. Он, блин, нереальный проигрок команды Red Dragon, бывший проигрок команды НАТО серии. У меня еще есть лучший друг из НАТО серии. Его зовут Саша. Саня. И много еще друзей из киберспорта, так сказать. И контент-креаторов. Можно продолжить разговорами про такую твою личную жизнь и взять в ситуацию, когда те или иные профессиональные игроки чем-то жертвуют, чтобы добиться успеха в киберспорте. Приходилось ли тебе чем-то пожертвовать ради такого вот успеха в Апексе? Учебой. Хотя тяжело назвать это жертвой, потому что я сам не хотел особо ходить в колледж, доучиваться. Мне было максимально лень. В целом я не любил и школу, и заниматься образованием, потому что много сидел, играл в компьютер. И мечта давнейшая, ну, она давнейшая, но в CSGO я не пробивался в киберспорт, а так сложилось, что пробился в Апексе, и учеба мне еще туда мешала в этом. То есть, а если вот, ну, взять еще времена до успеха в киберспорте, получается, ты вот хотел быть в контре, ну, в КС пробовал выбиться. Угу. Нет, не пробовал на самом деле. А если взять вот вообще еще до дальнее время до киберспорта, вот кем думал станешь? Да, программистом. Типа, в целом я же чуть ли не с рождения за компьютер сел, там, 4 лет я сел за компьютер, и тогда мне было все это интересно, и, соответственно, в дальнейшем хотелось как-то найти профессию, связанную с компьютером. Эта профессия вроде единственная, это программирование. И, ну и в целом, да, программирование. Интересно. А как твои родители относились вот к твоему увлечению играми? Как-то, ну, что они на это говорили? Как реагировали? Именно к увлечению ничего толком. Главное, чтобы я учился. Ну, я, соответственно, учился, ходил в школу. А вот когда речь зашла про контракты и про вот этот весь киберспорт, что нужно делать загранпаспорта, все такое, так сказать, готовиться к моменту, что, возможно, я буду на ланы ездить, летать. Я так на один ланы не съездил. Удивительно. А, Вот. И мама была не особо в восторге, потому что в целом я же еще и как бы ребенок больной за рождение. У меня по всякие там болячки, ну я не буду уточнять какие, их много. Но есть основную могу сказать, это аутоиммунный гепатит. И там очень много еще побочных болячек, из-за чего она опасается этого, что там, ну, мало ли плохо станет там в поездке и помощь не окажут по медицинскую. Она только из-за этого как-то не особо к этому относилась хорошо. Но вот я потом поговорил с ней, потом еще менеджеры все мои будущие говорили с моими родителями и все это рассказывали с их точки зрения. И моя мама начала меня поддерживать и начала хорошо к этому относиться, потому что это еще в первую очередь и заработок приносит денег. То есть не просто так я этим занимаюсь. Смотрит ли она, возможно, турниры, стримы твои? Наверное, Как-то. каждый турнир они меня смотрят и поддерживают, и постоянно желают удачи, мне пишут во ВКонтакте. А когда мы как-то сыграем, возможно, плохо, а возможно, что-то выиграем, она безумно за меня рада или безумно поддерживает меня в проигрышах. Но я думаю, у каждого на самом деле такие родители так относятся. Ну да, первых успехов, наверное, да. Ну, до начала успеха, если так можно сказать. А если теперь перейти к стороне Апекса, то, ну, может, расскажи в целом для людей, которые не особо знакомы с игрой, что вот для тебя эта игра означает? Что Королевская ты видишь как битва. главное для победы?
Главное выжить, блин. Это же игра про королевскую битву. Тут нужно выживать сильнейший, как говорится. Грамотный игрок. Как сказали бы некоторые. Грамотные игроки, точнее. Шутер, блин. Первого лица против 20 команд таких же, как ты. И в А каждой команде по 3 человека. почему ты выбрал именно эту королевскую битву? Я во все королевские битвы играл. До Apex я играл в Fortnite. Нет, до Fortnite я играл в PUBG. Потом в Fortnite. Ни PUBG, ни Fortnite меня абсолютно ничем не зацепили. А когда я перешел в Apex, это была динамичная игра со скиллами. Это тоже что-то в новинку для меня интересное. Динамичная, со скиллами, плюс необычно для меня ТТК обычно, типа в том же PUBG, типа там чуть-чуть быстрее как-то ты убиваешь энеми, и в том же Fortnite тоже. А в Apex совершенно по-другому. То есть тут нужно трекать, во-первых, еще это от первого лица также. Так вот. А смотрел ли ты в сторону каких-то других шутеров и дисциплин, вот даже, к примеру, сейчас? Или Apex в сердце? У меня был момент, когда... Ну, это после Винстрайков, когда мы дисбаннулись, там выходил Valorant, Ну, как многие игроки, да, пробовали перейти. и я вот неплохо на самом деле играл. Даже, ну, я не буду говорить, там был оффер, но там все настолько затянулось, все было непонятно с этим оффером. И мне написал менеджер Гамбит, Сашка, и я шел в Apex дальше его. А если взять Overwatch 2, будешь пробовать играть или А совершенно? я вообще в Overwatch не играл, мне не интересно. Недавно один из киберспортивных игроков Apex назвал Apex игрой шоу, которая, ну, больше походит на шоу, чем на киберспортивную дисциплину. Согласен ли ты с этим? Да, потому что пока у нас есть формат матчпоинта в Apex, в компетитиве, это будет шоу, потому что, во-первых, матчпоинт не нравится большинству про игрокам, потому что это добавляет больший рандом в игре, которая и так зависима от рандома, по большей части. И это, считай, как для зрителей, как шоу. То есть бегают крыски, которым не нравится формат, и выигрывает та команда, которая лутает 50 поинтов, и выигрывает после 50 поинтов, выигрывает катку обязательно. Если не выигрывает, то она продолжает играть, играть и играть. И это не очень круто, потому что для многих скилл-команд, скилловых команд, ну, допустим, вот если сравнивать предыдущий турнир, где были Альянсы мы и IG, мы больше заслужили победу, чем Кошара, который в предпоследней игре залутал матчпоинт, а в последней выиграл. Ну, не очень. Но это шоу для зрителей. Я не знаю, каких спонсоров это шоу может привлечь. Не сказал бы, что оно как-то зрелищно. Скорее Ну, еще издевание над игроками. к системе матчпоинта и почему он есть в игре, мы еще чуть-чуть попозже вернемся. Сейчас хотел вспомнить недавний пост игрока Кирилла Найн Импульса, в котором он сказал, что если произойдет удаление топстрейф, он бросит игру. Понятное дело, что это было сказано больше ради шутки, но если у тебя какая-нибудь такая грань, после которой ты вот бросил бы Apex и ушел бы в другую игру? Да нет такой. Мне без разницы. Удалят абстрейв, я не уйду. Удалят волджамп, я не уйду. Ну, то есть, неприятно будет, потому что сейчас, наверное, большинство таких изменений в сторону контроллеров будут, потому что им будет уже проще и нас ассистить. То есть, раньше мы могли за счет мувмента, так называемого топстрейфа или волджампов, или панчбустов как-то от них мансить, то потихоньку это все фиксят, считая это за баг. Хотя в теории это неплохой компонент игры, как мувмент для реально скилловых игроков, потому что немногие умеют пользоваться всем этим во время игры. И совершенно, ну и соответственно, как бы это все так подфикшивают, что-то убирают, что-то минимально фиксят, то есть в следующем патче топ-стрейф будет вроде максимум на 90 градусов можно будет делать, то есть это, ну, это говно, по сути. То есть его как бы не убрали полностью, но Понерфили сильно. понерфили очень сильно, да. А если взять А, по... панчбуст, который тоже а панчбуст, да мы без ну это как бы и до панчбуста мы идеально все играли, то есть нам это никак на нас не влияло. И тем более его чуть ли не в первый день ЛГС запретили, то есть его можно один раз делать, а, или как, не, наоборот, мне Саня объяснял, что типа ты делаешь, его нельзя им
Обузить, грубо говоря. Его обузить, именно скорость обузить. То есть ты можешь один раз ударить, потом пробежал, еще раз ударил, и пробежал, еще раз ударил. То есть ты не должен скорость набирать из Apache Boost. По-моему, как-то так. Но я не уверен, я сам не читал особо. Потому что я не особо-то и пользуюсь им. Иногда в ранкеде, ну и только в ранкеде, потому что там единственное место, где не запрещено что-либо делать. А если взять систему с тем, что сама королевская битва имеет много чего связано с рандомом. Зоны, пушки, особенно на профессиональном уровне, в силу того, что есть ротейты у команд. Можно ли сказать, что сам по себе скилл команд в силу королевской битвы у большинства равен? Он очень близок к другим. То есть не то, где Но какая-то команда может быть на голову выше другой. Не, но есть некоторые команды, которые могут быть выше головой других команд, потому что эти команды, возможно, больше тренируются и больше новых механик изучают, или там больше изучают карту, то есть они в целом будут выше на голову своих соперников, но чаще всего все команды равны, и есть только стабильность команды, то есть есть стабильная команда, а есть нестабильная команда. Вот, мне кажется так. То есть на голову я сомневаюсь, что есть какие-то команды на голову выше. То есть те же альянсы, они вроде бы по поинтам шли выше нас, да, но я бы не сказал, что они на голову выше нас. То есть просто в какой-то момент им больше повезло, например, типа, чем нам. Нас там вот так. Нас душили в какой-то момент, их не душили, например. Ну да, я смотрел игры, там много чего такого интересного иногда происходило на играх. Если взять, пример, ситуацию, что какой-нибудь человек, игрок с очень хорошим имом придет в Apex, какой шанс того, что вот за 2 месяца какой-нибудь плотной игры он выбьется на проуровень и найдет себе команду? Я не знаю, сложный вопрос. То есть, например, вот Рек к нам недавно пришел, он очень медийный, но не знаю, сколько ему нужно играть в игру, чтобы плюс-минус играть на уровне типов, которые сейчас в компете висят. Потому что в целом немногие пробиваются к нам в пролобби, потому что у нас уже как бы зафиксированы эти 20 команд, которые чаще всего между собой играют. И там очень редко, когда какие-нибудь новички залетают. Ну вот, в этот раз, например, у нас были Dungeon Masters, но там есть ветеран Xsense. То есть, и Плюшка вроде. Но Плюшку я не помню, чтобы так часто играл с нами в финал на ЛГСах. Я помню, что он играл на GLL Summer, где мы тоже играли. Первое место вроде Вот. заняли. Да, их потом дисквалинули из-за подозрений в читах. Или нет, я не помню. И, Там что-то такое было, да, инфа про это. мгм. И как бы они отковалились в Про-лигу. Там был как раз новый игрок, которого не было до этого на ЛГС финалах, это Люмин. Вот. Потом еще какие-нибудь 69 IQ, я думаю, тоже. Они же тогда отквалились на Про-лигу с первой же катки квал. Через первое место. И там были игроки, которых я не помню, чтобы они как-то в финалах ЛГС осветились. Ну, очень редко, типа, новички всякие залетают. Ну и А, некоторые... И чаще всего мы играем просто 20 команд против друг друга, которых мы уже знаем, против которых мы уже очень много раз играли. Хорошо ли или плохо то, что в Апексе почти нет вот такой свежей крови на проуровне, и постоянно играют одни и те же игроки, просто иногда меняя команды. Не знаю. Типа, с другой стороны, это хорошо для команд этих же, потому что они чаще всего играют в финалах, и из-за этого они имеют некую стабильность, и впоследствии чего их могут подписать какие-то организации. Но и в теории для новичков также, типа, круто залетать в такие лобби и, так сказать, показывать себя, свои силы, на что они способны. Но по поводу того, хорошо ли это, хорошо ли это то, что все 20 команд стабильно друг с другом играют, не знаю. То есть в теории да, но с другой стороны, как бы 20 команд, это все скучно, все те же команды играют друг с другом, то есть никто не меняется. Не знаю. А помогла ли, как бы на Apex отразилась бы система, к примеру, как в Доте с 2 дивизионами? Что был бы выше, верхний дивизион ЛГС и нижний. И там, к примеру, 5 команд из каждого бы в конце сезона менялись бы местами. топ-5 второй выходило бы в первый, а те падали. Ну, возможно, неплохо бы отразилось, потому что, ну, наш регион тяжело на регион поделить. У нас не так много команд.
но относительно у нас очень сильный регион, то есть у нас есть несколько СНГ команд, которые стабильно показывают результаты в Европе. Вот. И если сделать дивизион европейский, там верхний и нижний, то, ну, наверное, будут оставаться сильные стабильные команды, а какие-нибудь старички, которые там тоже вроде стабильно выступали, будут там, не знаю, может они плохо сыграют, они будут в нижний дивизион переводиться, и будут новички, которые себя показали, переводиться Что ж, в верхний дивизион. теперь давай поговорим более детально про прошедший недавно ЛГС и ту самую систему матчпоинта. Э, Почему она вот, на твой взгляд, все-таки все еще есть? Именно из-за системы шоу и того, что разработчикам вот надо, чтобы именно игру воспринимали так? Или все-таки есть какой-нибудь человек, который как с ситуацией с Каустиком думает, что это, рабочая тема? Не знаю, но эту систему они запатентовали еще вроде с самого начала, то есть когда был первый лан, это был лан по этой системе. Возможно, эта система неплохо смотрится на лане. Не знаю, в онлайне не очень как бы прикольно смотреть за командами, которые там зависимы от матчпоинта и то, что нужно победить обязательно этим командам. На лане хотя бы типа можно там же чаще всего снимают, например, на камеру и показывают некоторые команды. 20 игр в кабинке, да, и типа это возможно интересно. Как челы сидят уже потные, там Альбрали, я помню, они же когда первый лан играли, ну не первый, это второй лан был. Но второй, типа, именно первый как международный. То есть сначала был для американцев, потом они сделали международный. И Альбрали там на катке 11 или 12, он там сидел уже с каким-то белым мешком, видимо, со льдом. Он уже просто настолько уставший был, и там ужас просто. Там же еще и жарко было, это еще и летом было. А Вот, какая система? и... Ну и вот, я не знаю, типа, матчпоинт очень душная система. Типа, не знаю, каким типа зрителям нравится смотреть за этим, но я даже видел, что большинство, наоборот, зрителей тоже ванят, то, что она не очень. Но вообще, типа, мы про игроки ваним на нее чуть ли не с того момента, когда Краков прошел. И Хал, CEO Apex, так сказать, не раз высказывался про этот формат, и многие про игроки высказывались, и многие зрители тоже точно так же. Не знаю. У меня на седьмой Формат игре уже говно. стало где-то интересно смотреть, потому что, мне хотелось, чтобы посмотреть, сколько игроки выдержат играть. Уже так 4 я Просто самый минус этого формата, это в том, что игра может закончиться за 3 игры. Как могла Ну да, закончиться, когда IG могли выиграть еще, если бы, если бы если бы не Blast не раньше занесли. запаниковал. Просто, типа, раньше там лютейшую ошибку сделал, это повезло, что Blast он запаниковал. То есть вообще вот в таких ситуациях нельзя, никогда в пушку уходить РФ, потому что либо чел добивает, и Саба Таймор идет убивает тебя, либо он просто тебя чейзит, и так как ты рефай, ты выходишь из анимации, у тебя на несколько секунд, там, секунды буквально, ты еще выходишь из анимации, то есть ты не можешь достать ган в руки сразу. И он просто должен был, типа, гнаться за ним и убить его, либо доесть чела, тем более начал это делать, Походу и начал. потом идти убить. Свапнуть армор и пойти убить потом. Но он фул запаниковал, из-за чего раньше выиграл. И это просто чудо, потому что, игра реально могла закончиться за 3 игры. И это неинтересно. Турнир начался и закончился через 1,5 часа. Это вообще не то. То есть, лично я считаю, что нужно сделать просто формат, типа, там, 12 игр. 6 игр играются в один день, 6 игр в другой день. И, типа, это и просмотров больше наберет, и больше интрига. Возможно, не больше интрига, но просто будет видно, типа, стабильные команды, которые, допустим, в первый день хорошо сыграли, и если они во второй день также идут, то есть это стабильные команды, хорошо играющие. И за ними интереснее будет смотреть в дальнейших турнирах, чем просто смотреть на то, как какая-нибудь рандомная игра выиграет лотерею. Как, я помню турнир какой-то был перед ЛГСом, когда команда просто 2 игры подряд выиграла. Не помню, какая это была. Первая зашла в матчпоинт, а второй закрыла игру там на 5-ю, вроде бы, или 6-ю. Там вроде за это играл на том Не турнире. знаю, по-моему, рекорд по самому быстрому окончанию турнира вроде было 3 или 4 игры. Или 5, может. Это ужас просто, если так происходит. А если возьмем старт сезона ЛГСовского этого, который начался для вас, если я ничего не путаю, довольно-таки плохо, что вы там и без стримов пробовали играть, сами игры и прочее. Что вот вам помогло встать, скажем так, на ноги и вернуться и выйти с первого места в группе?
Мы, по-моему, первые 2 недели немножко обосрались, если я не ошибаюсь. А потом мы с третьей начали так плотненько идти. Хорошо, стабильно. А, Мы вроде не особо это обсуждали, я не помню, что мы эти моменты обсуждали, типа того, что мы там идем, ну, первые 2 недели обосрались, мы просто вроде... Ну, я точно помню, что я на третьей неделе собрался как колер, и стал еще серьезнее работать в плане колов идеальных и геймсенса больше думать. Из-за чего, наверное, ну, может, это повлияло, я не уверен. Может, больше везло нам, опять же. Хотя, как может вести 4 недели подряд потом, с другой стороны. Ну, короче, не знаю. Ну, то есть, грубо говоря, Просто, видимо, взять стабильную собрались. игру. А, Просто, видимо, обидно стало каждому, что такая стабильная команда, и сейчас мы обосремся на важном турнире для нас. Ну, это первый важный турнир был для нас. Типа, по-моему, в 2021. Но я не уверен. Вроде бы да. Один из важных, короче. Потому что, это стопудово для нас был важно, потому что мы рассчитывали на квалификацию на лан, а потом лан отменили. И стало грустно. А если взять систему ланов, как думаешь, вернутся ли они? Или, возможно, ей просто Dynamite поймут, что, ну, это невыгодно делать. Потому что это большие очень затраты денег. И уже оставят вот то, что есть сейчас. Не знаю, я, конечно, надеюсь, что их вернут. Потому что ну, игра неинтересна, и многие организации начнут опять уходить, потому что, ну, когда есть ланы, призовой пул он один, а когда нет ланов, призовой пул разделяется на все регионы, из-за чего он становится меньше. То есть, когда он собран в один пул и играют все команды из всех регионов, то, и, соответственно, это больше организаций новых интересует. Потому что они, соответственно, смотрят, кто на этом турнире, типа на лане хорошо себя показывает из, допустим, андердогов каких-нибудь там без организации. И в будущем, типа, этих типов могут подписать. И плюс, к тому же, призовой пул, он не разделен. То есть ты там Ну, за один первое вообще, да. место Ты выигрываешь один 500 общий. тысяч, а не там 150. Угу. Вот и в С этом каким регионом плюс. бы ты хотел сыграть? Вот больше. Потому что я смотрел, там в Азии было Миражи, Ватсоны и прочее. Не знаю, все хайпят Азию, что они типа одни из сильнейших, там корейцы одни из сильнейших. Хотя тяжело сказать, что они одни из сильнейших, если там всего там одна или две команды играют. И то это, по-моему, Ридл играют, если не ошибаюсь. Не то они их отписали, и, возможно, состав вообще будет у каждого игрока другой. Мы это узнаем, возможно, скоро. Но, наверное, с Америкой хотелось бы сыграть на нормальных пингах, потому что когда у нас был экспириенс игр с ними, у нас был турик на ГЛЛ, мы его выиграли против американцев, и тогда они вайнили на пинг. А потом, по-моему, были некоторые турики, когда мы играли на Америке, на их сервере. Для них это был идеальный турик, а для нас не особо, потому что у нас там пинг 200, там 150. 200 где-то. И вроде там тоже на каком-то из этих туриков кто-то из европейцев выигрывает, они все равно вайнили, типа то, что... Ну, что-то на европейцев вайнили, точно Что, помню. пинговали игроки, сложно попасть. Да, или что их за стенками нокали постоянно, вот такое, типа, и то, что это плохой экспириенс играть против, NA и EU командам, плохой экспириенс. А если взять контроллеров, которых, ну, достаточно, можно сказать, уровень на проуровне, ну, стоит ли с ними что-то делать, или тебе нравится, что они себя сейчас представляют? Мне не нравится, что они себя представляют, я не люблю контроллеров. А почему, думаешь, EA с этим, ну, именно на большом уровне не борется? Ну, и оставляет все как есть, еще подтакает им, удаляя разные механики мувмента. М, Ну, вообще, это же Spawn занимаются игрой, а не EA. Но, с Ну, другой респаун, да. стороны, и EA тоже, как бы, это американская компания, что и Ну, потому что одни Respawn. от других, поэтому типа да, EA. И с другой стороны, в Америке, по-моему, это распространено, игры на геймпадах, и они изначально все играли на геймпадах, и первая игра, по-моему, для них была это Halo, она тоже играется беспротивно на геймпаде. Не знаю, может из-за этого, да и вроде, если я не ошибаюсь, там половина разработчиков в респаунах, когда играют в Apex, они играют на геймпаде. Так что, То есть возможно, боятся это что-то только как-то игроков. взаимосвязано. Вернемся к ЛГСу и вспомним, что после завершения Play of Study, когда вот игры закончились в сторону, ну, приличной СНГ команды, в твою особенно пошло очень такое приличное количество хейта.
Как бы с чем это связано было? И почему так произошло? Почему комьюнити на вас получилось? Ну, это все в первую очередь связано с моим характером. То есть я, когда высказываюсь, я не слежу за словами, не слежу за правильностью слов, которые я высказываю. Мне в целом в этом плане как бы вроде и наплевать, а вроде и нет. Ну, потом, когда, соответственно, на меня начинают все Спрашивать за то, что сказал. гадостями, да-да-да, вот это вот именно это. Спрашивать за все мои гадости выписанные. Но вот то, что связано с ситуацией после ЛГСа, ну, я вот на турнире про киков сказал, так сказать, грубо говоря, про их мам. И после турика я уже ничего не писал. То есть единственный случай с оскорблениями был именно во время игры. Да, вроде с Хакисом помню. А, нет. Ну, Хакис это давно, это было там уже полгода или может больше назад. До турика, до пролиги, по-моему, на скримах единственное, что я вайнил на Кошару, потому что он там такой пуш оформил вообще идиотский. То есть он просто запушил нас с EMP, когда мы были не в особом год споте, то есть там было еще миллион спотов на тот момент на скримах. Ну, на скримах это ладно еще. Очевидно, что мне многим командам насрать, как играть скримы. В первую очередь Кошаре тоже. Вот, и я тогда заванивал, что он типа постоянно дерьмо делает, и ну, многие посчитали из-за моего кривого английского, что я имел в виду, что он с читами вообще играет. Я потом это опроверг, а потом я просто удалил пост, потому что все также продолжали думать, что я его в читах подозреваю. И все. После того случая все закончилось. Я его там еще в ЧС, помню, добавил, чтобы доджить его, все посты, чтобы не видеть его вообще. Вот. И после турика, когда он выиграл, он написал пост, собственно, о выигрыше, и написал мою цитату, как раз таки, вот эту первую. Я ему, соответственно, ничего не писал после турика, он выписал, начали писать под постами моими в Твиттере последними, там, где я написал, что мы там топ-3 вроде заняли. Да, топ-3. Что я не особо доволен и так далее. Там, вот под этим твитом мы начали писать португальцы, его фан-база. Я начал отвечать им, и в какой-то момент переборщил с ответом. Ну, согласен, немножко не так начал отвечать им. И вообще стоило их заигнорить, но я просто не привык игнорировать, и почему-то мне всегда хочется что-то ответить, прям, ну, какой человек я. А стоит ли ей, возможно, вводить какой-то вот свод правил, что профессиональные игроки могут говорить, а что нет? Ну, к примеру, хотя бы на тех же профессиональных играх имеется в виду. Или в рамках соцсетей. Не знаю, с другой стороны, это шоу. Для кого-то это черный пиар, для кого-то нет. Ну, Поэтому... трэш-ток, да, как в большом спорте можно Да что сказать. вообще во всех играх есть. Не знаю, почему многие на это ванят так Ну, серьезно, когда... в Лоле же, ну, в играх от Riot его он не особо допустим, потому что там за не особо удачный трэш-ток может лететь в бан долгий. Можно в силу вот, ну, имеющихся райтов люди думают, что, ну, все должно быть как у них, возможно. Ну, у Райтах там на самом деле в этом плане все серьезно. Там действительно невозможно потрешлокать, но я не знаю, почему конкретно у Райтов это так, а в других дисциплинах или у других разработчиков не так особо за это как-то карают. Но в Riot Games прям серьезно к этому всему относятся. То есть там особо не потрештолкаешь. Там сразу за это могут в целом забанить, и все, и ты больше не сможешь в эту игру играть. Но трэш-толк вообще во всех дисциплинах есть. То есть даже в Валоранте, ну просто не на профсцене, допустим, какие-нибудь там стримеры могут... Не, ну вот я имел в виду именно на про уровне, когда идет, к примеру, игра ЛГС. Вот. Типа на стримах и прочих, да, ну типа это для меня лично глупость что-то следить за этим, что говорят игроки. Имел в виду больше в силу игр самих. А если взять вот твою, можно сказать, отзывчивость, ты всегда всем отвечаешь в своей группе, в группе Цисапекса, изменится ли как-то вот, ну, твое отношение ко всему этому после того, как на тебя ополчились, или нет? Слушай, ну тяжело было, честно, после этого. Тяжело было, типа, как-то совладать со собой, с своими эмоциями в дальнейшем, потому что мне было как крайне обидно, что мало кто из СНГ меня саппортит в этом плане. И были люди, конечно, кто э, был согласен в какой-то степени, были также согласны с тем, что, ну да, он молодой, не особо, возможно, в каких-то моментах следит за своим языком, где-то правильно отзывается, неправильно, но, типа, с возрастом, возможно, все изменится,
Но больше было тех, кто типа писал, что что-то по типу там Town Toxic, CSV и так далее. Хотя, не знаю, я как бы просто выражаю свои эмоции, каждый выражает свои эмоции. Вот. Так вот. И каждый, там, не только я конкретно могу кого-то оскорблять, даже иногда у Импульса, там, и у Сансета, все друг друга оскорбляют, но это играют, то есть мы друзья до того момента, пока мы начнем против друг друга соревноваться, это все, то есть трэш-толк это не так уж и плохо в теории. Это не здорово, но и неплохо. А если перейти к новому сезону, который начнется уже... Вот, смотрел, читал ли это какие-то патчноты, что можешь еще этого сказать? Почну, вот я видел то, что там, короче, добавят Мэгги, которая плюс-минус по спелам схожа с Бричом из Валоранта. Ее спел, который жгет тех, кто находится за укрытием, в целом прикольный. То есть это на самом деле, возможно, в какой-то степени кто-то будет ее использовать в компетии, потому что это полезно. Чаще всего противники прячутся за любыми укрытиями. А ульта у нее не особо такая, типа она так больше ускоряет. Дамажит Ну, не 20, знаю, типа. разве? Ну еще и дамажит немножко, но в целом ты там судя на себя такого ускорения во время файта. Ну не знаю, тоже. Ну то есть ускорение похоже на бангалоровское. В бангалорку крайне тяжело попасть, когда она под своим ускорением пассивочным. Не знаю, как это будет, типа, в компетитиве. Единственный, наверное, вот действительно интересный спел у нее, это то, что она может выжигать типов за укрытиями. И все. Ну, Ну, там еще то есть в целом 160 вроде бы наносит фулл спала, если ничего не путаю. ну вот, типа, это единственный спел, который, возможно, полезен в компетитиве, я считаю. А также там крипто баффают. Блин, я так ненавижу крипто. Это ужасная мета просто. Вот крипто каустик, ладно, каустика понерфили. На самом деле там действительно хороший нерф в плане того, что можно будет сломать бочку, которая активирована. Но то, что крипто бафнули, то есть он еще стал сильнее, а когда он до этого был относительно сильным персонажем, я бы даже в какой-то степени назвал бы его имбой, потому что его импакт в файтах, в ротейтах очень велик. Он может чекать в радиусе 200 метров, сколько команд рядом с тобой, ну, в радиусе 200 метров. Вот, Может, баннер. да-да-да. Не, от нахождения тебя, вот, типа, Все ты, понял. допустим, крипто где-то стоит, и на баннере показывается от него 200 метров, по-моему, так. Или от баннера показывается, не помню. Он может резать без задержки, может подбирать баннера, он может открывать что-либо, там, airdrop, supply чекать на ресурсы интересные, то есть там скаутить. Все что угодно, да, на Он, расстоянии, он, не рискуя ничем, он, кроме он денег. full АФК скаут полезный, еще и с тем, что он может EMP-шить, давать 150 дэмэджа, станете ломать баблы и руинить каким-то командам. Нам часто криптомейнеры руинили в очень важные моменты. И все это он делает на расстоянии, в АФК это максимально нечестно. Он также набивает себе арморы таким способом, либо просто ресурсы выбивает из противников, просто сидя в АФК в доме. Ну, я считаю это ненормальным, при том, что, типа, многие Еще ванят на то, баффет. его еще бафают, и многие ванят на то, что компетитив скучный из-за того, что многие сидят по домам, но при этом они бафуют крипто, который так и так обязан сидеть в доме, потому что он не особо мобилен допустим, в опенфилде. Хотя им Возможно, в также силу можно играть. бафа. Думаю, что это как-то заметить, то, что, ну, через, ну, просто отправляешь дроны и им пэшишь. Ну, сомневаюсь, что это как-то поможет на самом деле. Единственный нерв, который, возможно, бы действительно сделал его очень балансным, если бы ему хотя бы хитбокс увеличили, чтобы можно было более-менее нормально сломать его. А так он вообще даже не... Ну, он в небо взлетает, и ты просто не видишь его. Он сливается с небом. А ждешь ли ты баф, ой, господи, нерв Гибралтара? Потому что герой, по-моему, уже второй вот сезон, ну не сезон, ну, ладно, можно сказать, второй чуть ли не сезон ЛГС имеет чуть ли не стопроцентный пикрейт в Европе. Если честно, вот у него хоть и 100% пикрейт, это по большей части в Америке. В Европе он уже давно спустился там на процентов 20-30, по-моему. То есть он сейчас уже не особо пикабелен. Чаще, относительно часто берут крипто плюс каустика, ну и в целом каустика. У каустика увеличился пикрейт. По-моему, процентов 50-60 у него сейчас. А, ну, не знаю, я бы, наверное, посмотрел бы на компетитив без гиба, потому что
он реально очень долго, то есть если сравнивать, допустим, с метой, когда была мета робота Рифы Ватсон и робота Рифы Гибы, нет, без робота, просто Ватсон, Рейф, Ватсон, Гиба, то единственный персонаж из этой меты, и даже два персонажа, которые еще остались до сегодняшнего дня, это Рейф и Гиба. Ватсон умерла из-за крипта, Гиба остался, потому что у него бабл очень полезный, плюс быстрый рез. И то они вроде даже недавно что-то нерфили ему, если я не ошибаюсь. Бабл вроде сделали чуть, как это называется, дольше. КД? Не, Да. не, не, наоборот, что Ну, он КД меньше вроде стоит бы. сейчас. Ну или так, потому что я уж точно не помню Вот. почему-то. И Рифа осталась. Но Рифу там капец, сколько раз ее нерфили. Ей уже и кушку сделали не мгновенную, там через буквально секундочку буквально она активируется. То есть ты чуть дальше бежишь, но при этом, по-моему, ты чуть меньше находишься в фейзе. Я точно не помню. И телепорт не 100 метров, а 75. Ну, то есть ее постоянно фиксит. Там даже вроде хитбоксы недавно увеличивали. То есть персонаж постоянно нерфится как-то. Все равно играется в силу ротейта. Да. Ну, портала, точнее, не ротейта. Портал очень, очень полезный скилл, как и кушка, то есть ты можешь агрессивно играть, можешь ротейтиться безопасно. Вот. И гиба то же самое, это безопасность, потому что есть бабл, и в целом ты можешь выбивать ультой кого-то, например. Может ли, к примеру, небольшое изменение эши, к примеру, что ты можешь вернуться в портал? Ну, Не, грубо говоря. она слишком это будет, то есть это сразу убийца рифы будет. Она же ставит мгновенно и на расстоянии. Ну, там, если, к примеру, расстояние подрезать, то позволить возвращаться в него. Сможет ли она Не, убить все рыбу? равно, она в таком случае заменит рифу, да. Может, для меня этот персонаж, в принципе, выглядит как вот такая убийца Рейфа, если можно сказать. Ну да, у нее же тоже телепорт. Так, а если прийти к картам, в то, что в ЛГСе, по-моему, давным-давно не появлялось ничего нового, кроме Края Света и все игры на Краю Света, какая из карт, которые сейчас больше всего подходит к тому, чтобы вот войти в этот самый пул? При учете того, что Края Света сейчас не будет в текущем сезоне нигде, даже в Анранкеде. Слушай, вот есть небольшая инфа, то, что добавят новую карту. Я надеюсь, это будет не Олимп, потому что у меня последний экспириенс с Олимпом был это 20 команд играющих скрипта, потому что карта неудобная, она маленькая, быстрые ротейты на ней. Тачки очень близкие друг к другу к зипке, то есть неприятные зоны, много челков, из-за чего люди берут крипто, потому что неудобно чекать зоны. И для быстрого ротейта, соответственно. Я надеюсь, они добавят штримпоинт, недавно вышедший, потому что он больше плюс-минус как-то подходит в компетитив. В Размеры, плане наверное. размеров, очень много укрытий, много зданий всяких, чуть меньше чоков. Единственное, что минус то, что там, типа, он с хайграунда идет вниз, типа. И из-за этого очень много хайграундов, чем лоуграундов. Ну еще важный плюс, то, что эту карту делал чел, который делал World Sage. То есть он уже плюс-минус знает, какую карту делать под компетитив. Надеюсь, что она будет. А каньон совсем не играбелен в силу размера, так предполагаю. Каньон, во-первых, очень старая карта, на ней играли, потому что она была самая первая. А потом World Sage ее очень хорошо заменил каньон. Они также имеют очень много чоков. И плюс... Ну там очень чоков действительно много. И зоны постоянно на пустыню уходят. И там некоторые зоны вообще в воду уходят. Он еще в этом плане багованный, типа. И там заряжалки добавили. То есть это в теории может быть мета ревенанта с октанами и крипта. Но такая, типа, карта душноватая. А что если, к примеру, именно на уровне про-сцены добавить бан героев? Чтобы, к примеру, там, ну, каким-нибудь общим процентом выбиралась одна легенда на бан на текущий сплит. Не, это... Для этой дисциплины это не подходит. Какого героя, на твой взгляд, сейчас не хватает игре? С какими там, возможно, способностями? Ну, можно Бримстоуна добавить, чтобы он сразу, ну, что-то типа Бримстоуна, чтобы у него ульта сразу дамажила, типа, залетала. Как у Гиба. Но они же любят добавлять персонажей, у которых там пылы дамажат. Или ульта дамажит, как Каусти, Гиба, там большинство персонажей, у которых
ульта дамажа, там, фьюза тоже. А также они любят персонажа добавлять с ВХ, то есть делая мету ВХ. Ну, как вот с Мэгги. У нее вроде бы что же при попадании ты видишь пару секунд цель, если Мгм. ничего не путаю. Короче, в этой игре, блин, я сомневаюсь, что уже какой-то персонаж поможет. У них, видимо, какой-то план имеется на персонажей с фулхаком и с персонажами, у которых обилки дэмэдж наносят. Хотя раньше, я помню, писали, что игра будет меньше зависеть от обилок. Даже Кстати, сами да, я тоже разработчики помню писали. сейчас. А сейчас есть Валькирии, которые позволяют ротейтиться обилкой на Ну, ПВ. Валькирия хотя бы ротейт, а хотя у Ну, нее пушка тоже дамажит. пушка же, да, она дамажит, то стены, ну, не стены, а двери выбивает, Мгм. активирует бочки, так что, да. А как может измениться мета-оружие в силу того, что появится, во-первых, оружие опять вернут в крафт и понерфит вот флотлайн, так всеми любимый. Флетлайн как бы добавит понерфит на 1 дэмэдж, но это все равно типа не особо много для него, потому что он за обойму тогда будет не 570 выстреливать, ну, в мишеньку, например, если сравнивать с фаринг рейнджом, а 540, мы уже считали. Это 1%. И типа все так же есть Хемлок как бы на полу, его многие недооценивают, он на самом деле очень сильный. То есть, anyway, типа можно брать хэвиган, Хемлок, и в будущем, например, из каких-нибудь типов выбивать флетлайн. То есть, если вы убиваете сквад, может повезет, и эти челы, допустим, крафтили флетлайн, ты можешь флетлайн забрать. Либо же сам скрафтить, типа, собрать... Там немного, типа, там как раз с Хемлоком и флетлайном почти одинаковые тачки, типа, Стока и Хэви Мага. И типа ты можешь Хемлок себе собрать, и потом пойти просто, там, если вы не торопитесь, скрафтить себе флетлайн. То есть, я думаю, Хэви именно не сильно умрут, хэвики, мета-хэвиков. Да, понятно. Но, с другой стороны, скорее всего, будет преобладать мета лайтов, потому что Карабин. будет 301, альтернатор вроде бы сильный, кстати, будет, если 45-й я не вроде бы ошибаюсь. видел там под молотящими Да, там будет страждущими. Ре 45 с молотящими. Я, кстати, когда узнал, что у него будет Хаммерпоинт, я немножко удивился, думаю, типа, до этого просто был на P2020 Хаммерпоинт и на И Мозамбик. Мозамбик. Ну, то есть на решечку это будет вообще интересно смотреть. А, метаэнерго. Когда она может появиться, потому что даже сейчас, если так взять, в среднем там, ну, хорошие ганы. Ну, не считая вольта, которого берут. Вообще, в свое время была мета С этих Олстаром вроде бы, я со помню. старым. Он был очень сильный, его каждый второй брал абсолютно. Ну, естественно, мы наныли, потому что он был слишком имбовым. И патроны на него легче искались, и его было легче собирать в целом, по сравнению с другими ганами. Но, с другой стороны, сейчас все равно есть пушки довольно сильные, типа в Energy патронах. То есть тот же Хавок, да, типа с Турбочачи, он от бедра очень хорошо заходит. Я Ты видел, можешь что на просто... Азии вроде бы много им играли хавоком. И есть Devotion, который тоже от бедра нормально так заходит. Если вы пушите какую-то команду, вы можете прям... Ну, человек с Devotion может такую грязь натворить. А что насчет уменьшения рандома в игре, ну, с помощью того, чтобы сделать спавн крафтилок и скана зоны, ну, одинаковым, чтобы он был не рандомно разбросан, как, к примеру, Ну, это, безусловно, минимизирует, но не уменьшит рандом. То есть рандом все равно будет в этой игре, потому что это Battle Royale. В любой момент в тебя могут въебаться, все что угодно может с тобой произойти, все что угодно могут типа сделать, но это минимизирует рандом, да, то есть это будет и адекватно, и честно к другим командам, которые, допустим, не имеют стопроцентный скан. И это минимизирует хорошо, на самом деле. либо я вот думал насчет добавления Рандом. какого-нибудь айтема на пол, который по типу заряда ульты давал бы тебе, грубо говоря, скан следующей зоны. Чтобы ты такой носил с собой постоянно. В теории можно добавить просто портативную сканилку, типа как сделали Ну, чтобы Mobile она была Beacon. слабее, чтобы она была слабее по типу, там, сканила не full следующую, а ориентировочно что-то из нее показывала. Да не, на самом деле, ее можно просто сделать как на один use, то есть как Mobile Beacon, Ну или да, чтобы занимал этот на слот. один use, и типа чтобы какой-то шанс спавна был, например. Ну, я думаю, это все равно было бы неплохо. И довольно честно, может, каким-то командам. Но было прикольно, на самом деле, увидеть портативный скан чекалки. Ой, скан зоны. Ну и напоследок скоро относительно стартует новый сезон ЛГС, новые следующие турниры. Что ты можешь сказать своим фанатам, болельщикам, организации, возможно? Чтобы не так сильно принимали мои слова всерьез, я... Это эмоции.
В какой-то степени я шучу, я же не прям так четко кого-то оскорбляю. И чтобы нас поддерживали, блин, чтобы нас любили, блин. И что мы постараемся не подвести нашу фан-аудиторию и также стабильно отыгрывать на всех турнирах, показывать мастер-классы, блин, нереальный скилл команды Gambit Esports. И постараемся реально, может, даже выиграть, если повезет. Если не повезет, не выиграем, к сожалению. Спасибо, что уделил время. Спасибо, Пока. тебе тоже. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Пишите в комментариях ваши мысли по поводу слов Хардеки, чтобы вы добавили в данный формат, или кого бы вы хотели видеть в качестве моего следующего гостя. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше больше.